Приветствую зрителей и подписчики моего канала. В прошлый раз я рассказывал, как смазывать аэрограф. Как выяснилось, многие были не в курсе, что это необходимо делать. Если вы еще не видели это видео, ссылку я для вас оставлю в правом верхнем углу, а также в описании этого видео. Сегодня я хочу рассказать, как и зачем настраивать уплотнитель иглы аэрографа. Это одна из важнейших настроек, которую необходимо уметь и периодически делать. Регулярность напрямую зависит от интенсивности использования аэрографа. И делается это по нескольким причинам. Во-первых, чтобы настроить плавность хода иглы вперед-назад. Вторая, чтобы краска не попадала у нас на кнопку и, соответственно, не вызывала залипания. Ну и третье, в некоторых случаях бывает, что криво устанавливается игла, но об этом я расскажу чуть позже. Для настройки потребуется тонкая плоская отвертка, или в идеале использовать специальный инструмент для аэрографа. Для начала необходимо частично разобрать аэрограф. Соответственно, откручивается хвостовик, затем ослабляется гайка зажима иглы, извлекается игла, откручиваем и извлекаем корпус возвратной пружины, кнопку также необходимо извлечь. Теперь, используя специальный инструмент, я покажу, какую деталь мы сегодня в принципе будем подстраивать. Вот таким образом выглядит втулка и вставленный в нее уплотнитель иглы. Уплотнительное кольцо может быть из тефлона, как в моем случае, или резиновое, но это тема для отдельного разговора. Возвращаемся непосредственно к регулировке. Подстройка этого уплотнителя требует некоторого опыта. Регулировать нужно до тех пор, пока игла будет ходить с нужной скоростью. Это не очень свободно и не очень туго. Игла должна проходить сквозь уплотнитель с небольшим усилием. Подстройка идет маленькими шажками, чуть-чуть подвернули, собрали, проверили. Проверку плавности хода иглы рекомендую делать, собрав аэрограф. Да, возможно, придется в процессе собирать и разбирать аэрограф 2-3 раза, а возможно и больше, если не хватает опыта. Но это позволит наилучшим образом проверить плавность хода иглы. Бояться этой регулировки не нужно, нужно просто практиковаться, и тогда это будет получаться легко и быстро. Какие могут быть ошибки и проблемы? Первое. Это недостаточно подкрутили втулку уплотнителя, и игла слишком свободно ходит. Как следствие, краска попадает в кнопку и, возможно, воздушный клапан. Второе. Это перетянули уплотнитель. В итоге игла будет ходить либо слишком туго, либо вообще не пройдет через уплотнитель. И третий возможный случай, если извлекать втулку с уплотнителем полностью и не использовать для установки специальный инструмент. В этом случае есть вероятность поставить уплотнитель неровно, и вследствие чего игла при установке встанет криво и будет упираться в стенку сопла. В такой ситуации необходимо просто извлечь уплотнитель и поставить его ровно. Еще в этом видео хочу показать следующее. В некоторых аэрографах нету окошка с доступом к втулке, а у других это окошко есть. Оно удобно тем, что позволяет визуально контролировать отсутствие или наличие протекания краски через уплотнитель. Также через него можно с помощью плоского шпателя делать подстройку уплотнителя. Если еще не подписан на канал, подпишись и нажми на колокольчик. Впереди еще будет много интересного. Если это видео оказалось полезным, поставь лайк и поделись им в социальных сетях. Также рекомендую посмотреть видео про смазку аэрографа и другие видео с моего канала. На этом сегодня все. Пока!